Так, ребят, девчат, прошу прощения. У меня вырубился телефон. Вообще. Сказал, что больше нет у него никаких сил. Так, здесь неудобно, здесь у меня. Давайте я здесь буду пока делать. Пока немножко еще вот покажу вам, как я крашу. Здесь все закрашено. Здесь вот уже все готово. Вот. Значит, вот у меня эта темная краска, которую я делаю. Краешки. Вырубился телефон, представляете, я даже не могла дальше снимать, пока я все не смонтировала, не выложила и не удалила все уже записанные видео, чтобы у меня освободилось место. Так, вот она, эта деталюшка. Что-то здесь торчат нитки, но ничего. Мы их потом обрежем. Вот я так вот затемняю краешек малёха. Снимаю поподробнее, чтобы не было потом вопросов, как так оно получилось так красиво. На самом деле ничего в этом нет такого. И на самом деле так вот, если смотришь прям внимательно, оно не так прямо и дико красиво получается-то поначалу. Потом, конечно, будет хорошо уже, когда с камнями и все. Но так оно там-сям немножко не очень. Где-то, значит, какие-то пятна поярче. Я вот сейчас проведу с этой стороны. Я решила так делать. С одной стороны я проведу такую сильную, яркую такую полосочку по краю. Такс. Видите, полосочка тоже у нас не идеальная. Но потом мы так сделаем шаг назад, и все будет очень даже красиво. Поэтому, когда рисуете, думаете, что ой, у меня что-то все не идеально получилось, поверьте, все хорошо. Так, где моя кисточка? Вот такая распушистая. Теперь возьму розовенький, у меня здесь такой светло-розовенький. Прям сухой кисточкой вообще, чуть-чуть. И вот так вот ее, видно, да? Вот так прямо ты. Вот уже краски нет, но немножко доразмазываю. Еще немножко вот. Она совсем сухая такая краска. Беру немножко. И вот здесь вот так вот поразмазываю. Прям так сильно нажимаю, чтобы этот край вот убрать. Так. Ну, вот как-то так. Примерно так. Так, теперь опять темненьким. Вот этот уголочек. Вот, девчата, уж мне рассказала, да, по поводу своей учебы. Учусь, все нормально. У меня, кстати, Юлька решила пойти учиться туда же. Ну, я не знаю, что он там будет делать через год, думать. Вот, сами понимаете, такой возраст. Сегодня она туда решила, потом сюда, но... Она много куда хотела. Она вообще хотела идти куда-нибудь, типа как арт, что-то такое. Она, значит, рисует. То она рисует, то она что-то пишет. Какие-то книги. Так, а вот с этой стороны я проведу розовеньким, вот этим светлым немножко оттеню. Вот так вот я решила чуть-чуть. У меня кисточка уезжает, потому что там шов. Видите, получается как немножко отступ такой. Ну, ничего страшного. Видите, да? Там шов, а нам с него прям скатывается. Ну, даже прикольно, может. Вот здесь тоже. О, здесь вот я не сделала. О, так, все, сняла. Ага. Вот таким вот образом, девчат, делаю. Так, что-то... О, момент. Вот, в общем, Юлия Дмитриевна, значит, решила, что надо все-таки получить какую-то более-менее такую жизненную специальность. Она не в восторге вообще от медицины, но мы с ней тут поговорили. Дело в том, что у нас, конечно, грядет достаточно серьезный сейчас финансовый кризис в Америке. Это уже прекрасно понимаю. Жалко, конечно. Думала, детям не достанется всякой такой бяки, типа кризисы. Что она уехала-то точно, здесь тоже все стабильно. А нет. Живем мы в такую историческую эпоху, когда Америка, конечно, теряет свою гегемонию
расчудесную в кавычках. Вот. Мы с Ильком поговорили, решили, что в этом кризисе, если все потеряют свою работу там и так далее, то уж точно не врачи, не медицина. Медицина уж как-нибудь там выгребет в любой обстановке. Я думаю, что здесь сейчас будет достаточно жестко. Этот койот, я его так называю, бежал и вылетел с обрыва. И он, правда, лапами-то еще машет. Он думает, что он, конечно, бежит. На самом деле он уже висит над обрывом, просто уже в пустоте машет своими, значит, лапами. И это уже всем вокруг очевидно. Но койот этого еще не понял. Вот. Койот — это образное, собирательное имя для всех местных жителей. У меня муж считает, что все еще будет хорошо. У него там какие-то эти пенсионные накопления, сбережения, значит, где-то там вложены в какие-то акции. Я ему говорю: доставай все, обналичивай и клади под подушку, если ты хочешь, чтобы хоть что-то осталось. Он на меня смотрит как на дурочку, конечно. Вот. Он-то лучше знает, он считает, что это все временно, что сейчас все будет у них прекрасно, еще лучше, чем было. Он мне приводит в пример 2008 год, когда тоже все, значит, обвалилось, а потом, значит, вернулось. Вот, я говорю: ну хорошо, ну ради бога. Жаль, конечно, что не достанется мне наследство. Ну фиг с ним. Вот. Я, так сказать, буду думать о своем будущем личном. И мое будущее исключительно, получается, будет зависеть просто от того, что у меня была работа. Вот. И я думаю, в медицине она будет. Вот. Местные, конечно, долго будут приходить в себя, понимаю. Так, девчонки, опять прервалось, опять мне куда-то делось место. Мне надо на самом деле зайти, найти, где у меня сторидж всяких WhatsApp сообщений. Я думаю, что там у меня огромное количество места занято. Надо их все убрать. Они где-то там, я помню, однажды чистила, мне это очень помогло. Ну, в общем, вот. Я сейчас вот здесь уже дорисовала, пока ждала, чтобы у меня здесь некоторые эпы всякие очистились. В общем, немножко подчистила. Досниму, чтобы не было опять все это оборвано. В общем, вот таким образом сейчас буду сюда окрашивать. Вот. Такая вот загогульна. Потом еще что-то буду делать. Расскажу вам про погоду. У меня спрашивают, какое здесь было лето. Ой, это зима. Вот. Зимы не было, но, как сказать, было -7. Снега не было. Зима была. Вот. Ну ладно, расскажу быстренько сразу. В общем, зима здесь какая? Зима здесь чудесная. Здесь, значит, пропали все летающие и ползающие насекомые. То есть не было ни муравьев никаких на земле, ни комаров никаких там, ни пчел, ни вообще ничего. И изредка какие-то бабочки немножечко так попадались на глаза, но не более того. Какие-то залетные. Днем было, значит, в районе 20-22. Ну, иногда попрохладнее, иногда градусов 15, вот так в основном. Вот. Ночью по-разному. И даже вот бывали дни, когда опускалась и дневная температура тоже достаточно серьезная. То есть это были дни, когда днем там было градусов 10, а ночью минус. Вот. Мы даже достали зимние куртки наши, айовские, значит, и сапоги нашли. И с собакой гуляли в зимнем. Вот, и одну ночь было -7. Мы здесь бегали, закрывали все, что только можно было закрыть. У меня очень много цветов, которые в прошлом году сажала. Вот почти все в том тропическом уголочке моем померзли, несмотря на то, что я их все закрыла и прикрыла, и пленкой, значит, таким специальным укрывающим материалом. Им ничего их не спасло. Сильно они, видимо, тропические. Здесь сказали, значит, местные, что это прям давно у них не было таких холодов ночью. Буквально вот одна ночь такая была. Но были ночи, когда замерзала вода на улице. Там вот в тазике стоит у нас, собачка пьет. Не до дна, но такая корочка не хреновая такая была, извините за слово. Толстенькая, где-то сантиметр, наверное, полсантиметра. Ну, полсантиметра, да, за ночь замерзала воды. Вот так прям сверху. Вот. В общем, некое подобие зимы-то было. На некоторых деревьях листья опали полностью. Сейчас вот они восстанавливаются. На некоторых как-то так пожелтели, но они как-то так плавно
меняются, то есть нет такого, что дерево прямо стоит голое, и с него все опало, а потом все выросло. На многих так, но на некоторых опало все. Так, что еще было? Ну и все, в общем-то, но потом как-то вот все равно розы цвели, например. Розы здесь какие-то вообще неубиваемые. Растут, они цветут постоянно, и в общем, их не закрывали, и они не замерзли, и все у них прекрасно. Такие мелкие розочки, интересные такие. Вот, в общем, вот такая вот была зима. Мне она очень нравилась, прям я это называла хорошее лето. Вот сейчас начинается плохое лето. Сейчас еще хорошая погода, в принципе, не очень жарко, и воздух такой свежий вообще, вот этой вот духоты ничего не было, прям полгода здесь прекрасно. Вот, ну сейчас начнется, конечно, летом будет душно, жарко. А, вот, в общем, вот так. Кто спрашивал, девчонки, вот я ответила. Здесь с конца октября, где-то, наверное, вот так по конец марта. Прям замечательно. Прям прекрасно. Все, девчат, я сейчас докрашу вот это все таким же макаром. Вот здесь надо какую-то другую, наверное, уже на маленькие кусочки взять другую кисточку. Это какая-то уже толстоватая она будет сейчас у меня мазать вокруг тут все. Вот, я думаю, вам понятно, да, девчонки, как я это крашу? Как тоже вот как получится. Вот, все. И думаю, на вопросы я ответила. Задавайте еще. Так, девчонки, еще небольшую покажу штучку, что я делаю. Значит, я покрасила. Теперь я взяла вот такую белую краску. Вот тоже от Жаккард. Супер Пак White. Она мне, малеха, как бы засохла чуть-чуть. Она не скользкая, господи, не жидкая. Вот, но я немножечко так размочила. И вот я, видите, что делаю? Я здесь прокрашиваю теперь беленьким. Вот так вот вдоль. Вот. Ой, что я показываю? Смотрю, что делаю, и не смотрю, что показываю. Вот так вот вдоль, значит, провожу. Еще надо взять. Просто вот так вот вдоль этих линий. Там будут стразы, конечно, все такое, но... Так, одной рукой не совсем удобно. Вы меня поняли, да, девчат? Вот так немножко оттенить светленьким, потом получается очень такой интересный эффект издалека. Вот. Просто белой красочкой вот так вот вдоль здесь вот дырочки всякие промажу. Вот так вот делаю, чтобы вы потом не спрашивали, а что там такое белеет. Так, девчонки, день следующий. Я уже проклеила стразы на заднюю часть. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, правда, еще не все, только пока по рисунку. Потом я еще хочу сделать вот такие вот жемчужинки. Они у меня в разных размерах есть. Вот поменьше, есть большие. Сейчас покажу. Во. Они уже тоже с клеевой основой. Хочу сделать сюда вот, на беленькое. И, наверное, может как-то по сетке разбросать, не знаю. Ну, как-то так, сюда их. Вот основной рисунок, значит, проклеен. Вот оно как у нас получилось. Клей розовыми, белыми и АБшками. Белыми в смысле просто кристалл и кристалл АБ. Совершенно хаотичном порядке. Где-то веду прям полную полосу розового, где-то до серединки, там где прокрашено, то есть где как. Ну и в общем целом получается вот так вот. Такие интересные у меня есть камушки. Они розовые и отливают зеленым. Вот. И вот у нас, значит, соответственно, здесь еще ничего нет. Сейчас я сюда раскидаю как-то вот сюда хаотично. Так, посмотрим, что у меня тут осталось. Так, этих маловато. Ну ничего, нам хватит. Значит, я сделаю вот здесь какую-то такую композицию, тоже немножко вытянутую в ту сторону. Круглых у меня полно. Будем их использовать побольше. Есть крупные, есть маленькие. Где мои маленькие? Вот они. Вот маленькие. Сейчас как-то так. Так, наверное, надо здесь длинненькую.
еще, может быть, кругленькую. Не хочу их четко по центру, я хочу их немножко распределить вот так вот вытянуто. Еще маленькую. Как-то так. Можно добавить сторонку. Сейчас, в общем, вот что-то такое. Может так? Да, так хорошо, мне нравится так. Можно одну еще. Куда-нибудь. Во. Вот так оставлю. Сюда как будто что-то хочется, да? Что сюда можно? Так, что ли? О, ну да, хорошо. Теперь сюда. Блин, не хватает. Нет? Или too much? Ну, too much, как известно, с камнями редко бывает. Сюда хочется побольше. Так. Так. Здесь прям дырка. Так, нет. О, вот так сделаем. Нет. Ну, в общем, как-то вот так, девчат. Ну, пусть так будет. Ладно, все. Лучше враг хорошего, а то сейчас будет до утра это все. Вот, потом некий такой тоже кусочек будет здесь, наверное. Что-то такое. Здесь такой идет переход. Не очень много, но хочется вот сюда их. Так, как-то так. Так, где маленький? Он маленький. Чукс. Что-нибудь такое, да? Так. Где вот такие еще? Так, может как-то. Сейчас. О, так хорошо. Как-то вот так. О. Так, потом, наверное, куда-то вот сюда немножко. И, наверное, вот здесь, где-то вот здесь, может быть. Вот здесь можно парочку взять. Вот это вот. Так у нас выскакивает тут. Как-то так. Сюда тоже немножко. Ух, камней будет. Совершенно безумное количество. Я как всегда. От души. Так. Что-то такое, наверное. Не знаю, сейчас, может, еще немножко подвину. Не хочу ваше время долго занимать, и так уже. В общем, вы поняли. И вот сюда тоже куда-нибудь не кидаю. Вот. Сейчас я все приклею. И буду точно так же полосочками просто расклеивать стразики туда и сюда, чтобы получилось вот как тут. Здесь у меня тоже вот здесь много камней. Там на этой стороне. Вот. Так, девчонки, еще одно маленькое видео. Все стараюсь теперь снять маленькое, чтобы у меня все влезло в телефон. Значит, раскрасила. Вот оно было вот так, да, просто с этими со стразиками. Беленьким покрасила немножко вокруг вот по контуру. Вот так. И вот теперь расклеиваю вот эти штучки. Вот. У меня разных размеров. Чуть больше, чуть меньше. Такие совсем побольше. Вот так вот просто, девчат, вдоль вот этой вот линии. Где-то, если мне хочется, я пошире немножко эту линию веду. Где-то там поуже. Вот, в общем, вот примерно вот так. Все сижу и раскладываю. И потом последним этапом я сделаю точечки такие здесь между этими бусинками из серебряного глиттера. Вот, все, такая вот история. Так, выключаюсь, минутка, чтобы потом еще успеть снять и все это смонтировать.
Так, девчонки, делаю корону. Никогда в жизни не делала короны. Ай, думаю, как подступиться. Это я в другой комнате, это не рабочая моя комната, это комната такая гостевая, здесь старая Юлина мебель, которую она использовала еще в детстве, стоит. Вот, мои очки, кстати, я в Инстаграме рассказывала, что у меня стало плохо с глазами, у меня вообще прям понизилось зрение, когда я смотрю на яркие объекты. Теперь я клею сразу вот в этих очках. Это очки для компьютера. Вот, и в компьютере я тоже что-то делаю, то в этих очках. Они реально помогают. Вот. Значит, корона. Пошла померила по Юле. Примерно прикинули, значит, что там должно быть за гулька, как она должна ее покрывать, закрывать. Я посмотрела на фотографии корон, которые продаются в интернете, и, в принципе, я поняла схему, как они сделаны. Я думаю, что у нас должно получиться первый раз в жизни. Значит, мы посчитали, что это будет 16 сантиметров. Вот, если гулька у девочки меньше, значит, она будет прям полностью по кругу. Если больше, значит, допустим, там на 2/3 круга будет закрывать или на полкруга. Я не знаю, насколько пышная, так сказать, шевелюра у ребенка. Ну, вот примерно так решили, что это оптимальная длина. Вот. Нарисовала я линию 16 сантиметров. Теперь мне нужно середину, потому что я сделаю рисунок в половину, соответственно, вторую половину просто скопирую, да? Так, нужна вторая рука. Оп. Вот. Так, какая будет высота? Ну, гулька обычно, наверное, вы как-то вот так. Обе не надо на рызика скулить. Так, это значит 5. 5? Нет. 4,5. Чуть поменьше, наверное, сделаю. Или 5. Ну ладно, пусть будет 5 сантиметров. 5. Текс. Текс. Сейчас я нарисую вот так вот линию. Хотя я ее так нарисовала, считайте. Хотела нарисовать с помощью. Вроде ровно. Нет? Нет. Не ровно. Чуть-чуть она. Вот так. Вот. Теперь я как-нибудь нарисую половинку этой короны. Сейчас прикину, какой лучше. Какая она должна быть. Какая у нас там дизайн вот такой с такими, наверное, здесь такие завитки навряд ли получится, столько как-то ее там, не знаю, так делать. А здесь уже она должна сойти на нет, да, получается. Блин, 16, наверное, даже мало. Какая-то маленькая получается, еще малюсенькая. Надо, наверное, по сантиметру еще прибавить 18. Прям малюсенько совсем. Так, сейчас, девчат, я покумекаю. Ну, в общем, я, наверное, ее раздвину еще на сантиметр. То есть будет 18. Потому что здесь она как-то должна так логично заканчиваться. И что-нибудь такое изображу. Здесь какой-нибудь рисунок. Потом, соответственно, вырежу, сложу пополам, вырежу вторую часть. И это будет заготовка. Потом покажу, как я буду ее из ткани вырезать. Так, девчата, родилась вот такая вот простая композиция. Скромная. Сюда я красненький, тоже розовый такой кругленький приделаю. А это, соответственно, клеевые. Вот. Ну и здесь тоже будет. Наверное, низ я прокрашу красным, ну этим вишней, да, как у меня на купальнике. А верхушечки будут белые. Вот как-то так. То есть здесь все будет камешками АБ, а низ будет такой, ну, чтобы оно в тон, в цвет было. Вот, соответственно, я эти сейчас уберу. И так. Вот я здесь обвела. Соответственно, как-то так. И здесь вот. Это я сейчас сложу, вырежу также симметрично. Вот. Как-то вот такая вот она у нас получится. Все, сейчас вырезаю ее и идем на ткань. На ткани будет самое интересное. Я вот сюда вот, в эти части вставлю крючочек, который вот обычно мы делаем на спинку. Ну, закрывать, да? Застежку. Вот, в этой стороне будет такой же тоже крючочек. Я так поняла, что эти крючочки, я вот посмотрела, как девчонки делают, они используют, чтобы туда проткнуть шпильку и закрепить ее на голове. Соответственно, наверное, здесь тоже нужен будет хотя бы один крючочек, а может быть даже два. То есть, наверное, крючочек будет здесь, потом она обкрутится, может быть даже вот здесь, не знаю, немного, это крючочков, и вот здесь. Как-то так. Вот. Я их туда всуну, эти крючочки, между двух слоев ткани. Проклею. Сейчас я все это покажу. А потом, наверное, еще вот так вот по краю прошью, чтобы они, не дай бог, там не оторвались, не вылезло. Потому что так вот оно не расклеится. Я уже делала такие вот
объемные элементы, когда склеиваешь с помощью моей клейкой вот этой штуки два куска с двух сторон прям такой. Вот, и они держатся хорошо. Но вот я боюсь, что эти крючки могут при постоянном каком-то натяжении, да, таком механическом, оттуда просто выскользнуть, поэтому, скорее всего, придется потом еще прошить. Может, как-то вручную прихвачу их, не знаю, как лучше. Не, наверное, лучше на машинке. Красивее будет, как-то аккуратнее. Так, пошли вырезать. Так, девочки, значит, вот что у нас получилось. Рисунок есть. Теперь я его, это на бумажке, на вот этой вот склеевой подложкой. Я его кладу на, проверю, на ткань. Сама вот делаю, даже не знаю, что получится. Сразу оговорюсь, девчонки, с заказчицы я не беру ни копейки, ни цента, ни доллара за это. Мы с ней разговаривали по поводу купальника, я озвучила цену, потом она сказала, можно еще коронку. Я подумала, ну я попробую. Вот, и ничего, сказала, ну окей, ну проблем. Как бы цену ей не поменяла. Так что, что бы ни получилось, это все бесплатно. Поэтому я с чистой совестью. Конечно, надо, чтобы получилось хорошо. Но тем не менее. То скажете, вот, деньги берет, делать непонятно что. Так, сейчас я ее вырежу. Покажу, что буду делать дальше. Так, девчат, теперь я попробую изобразить это одной рукой. У меня все заняты там. Юля что-то мощно готовит. Так, я снимаю. Вот она у меня остается липкая. Сейчас на паузу поставлю. Так, сняла. Вот бумажка. Это, значит, тряпочка и сверху клей. Теперь я возьму вот эти вот крючочки и, значит, положу вот сюда один, чтобы он торчал. Вот. Так, один на эту сторону. Видно, да? Что-то я... Сейчас надо ровненько. Вот так вот. Оп. Так, теперь как мы там хотели, один в центр, да? Немножко не в центр. Ну, плюс-минус туда-сюда, сами понимаете. Так, ну я не знаю, надо еще, нет, наверное, надо, да, чтобы ее лучше закрепить можно было и она не сваливалась. Вот. О, теперь я возьму ткань и сверху накрою. Ой, ну рукой это не так удобно сделать, но вы поняли. То есть у меня сверху остается лицо, снизу изнанка. О, о, красоточка моя. Как интересно у нас получается. Сейчас мы ее... Так, через бумажку мне так... Ой, через эту... Через тряпочку. Вот так. Вот. Мы ее прогладим хорошенечко. Так. Лишние крючочки берем. Ой. Интересно, что получится. Так. Так. Упс, сейчас еще так прожмем ее. Мощненько. О. Хоп. О. И вот теперь я ее вырежу еще раз. Вырежу ее. У меня получится, в общем-то, и все. Потом можно будет ее украсить. Как-то красиво. Сейчас я вырежу, покажу. Так, опять так же. Я не понимаю, у меня такое ощущение, что телефон не переворачивает. В общем, в какой бы он проекции сейчас не снимал, сниму быстренько. Вот я прошила. Видите? Все по краям. Вшила, получается, эти штучки. Он прям так жестче стала, такая хорошая стала. И вообще так темно показывает. Мне вот кажется достаточно светло, но почему-то показывает очень темно. Вот. Сейчас я сюда, значит, немножко прокрашу розовеньким по низу и приклею сразу, и будет красота. Ну вот, девчонки, что получилось. Я еще не приклеивала сразу, не пришивала сразу, только приклеила. О, прикольно. Коронка и коронка. Здорово, можно еще потом немножко глиттером здесь по краю пройтись. И все, и красота. Так, девчонки, чуть не упаковала купальник. Не сняла вам готовый результат, представляете? Так, показываю, что получилось, упаковываю.
и отправляю. Вот здесь еще добавила по краям тоже этих штучек. Вот. Вот так. Вот вы все видели, весь процесс. Сейчас корону покажу, я ее прорисовала. Немножко по центру. Тут внутри розовым. Видно, да? Вон там внутри прорисовано розовеньким снизу. Ну вот, в общем, вот как-то так. Я думаю, что он хорошо подойдет под это. Так, на гулечку, там по кругу. Класс. Все зацепится как надо. Вот. Изнанки вот так получилось. Вот. Все, девчат, монтирую. Сейчас выложу. Надеюсь, не прощаюсь надолго. Что-нибудь еще с вами будем шить. Все, всем хорошего дня, вечера, утра, у кого что. Целую.